Как заработать деньги и не сдохнуть? Ты работаешь 40, 50, 60 часов в неделю. Устаешь так, что даже думать не можешь. Потом вдруг узнаешь, что начальник купил новую тачку, компания выросла, но тебе по-прежнему платят копейки. Ты приходишь домой, сил нет. И вот ты гуглишь, как заработать больше. Но что, если ответ не в том, чтобы заработать еще больше? Сегодня разберем, как не превратить свою жизнь в бесконечную работу, почему сайт Hustle, дополнительный заработок, это не всегда выход, и главное, как зарабатывать деньги, но не умирать от выгорания. Подписывайся на канал, давай разберемся вместе. Почему проблема так актуальна? Сегодня работать 40-60 часов в неделю – это норма. Но вот в Китае популярна система 996. Работать с 9 до 6 вечера, 6 дней в неделю. Там люди умирают прямо на рабочем месте. А в Японии есть термин кароси – смерть от переработок. Люди буквально умирают на работе. А в США 80% сотрудников ненавидят свою работу, но не могут уйти, потому что боятся остаться без денег. А в Южной Корее правительство выключает офисные компьютеры в 18:00, чтобы сотрудники уходили домой, чтобы потом не выбрасывались с мостов. И вопрос, если мы столько работаем, почему денег все равно не хватает? Виновата ловушка системы. Ты работаешь долгие часы, чтобы у тебя не осталось даже сил задуматься, что что-то идет не так. Комментарии под моим роликом. Все верно, только помимо времени еще есть такой ресурс, как нервы и здоровье. Согласна. Как я могу найти дополнительный заработок, если я на работе упахиваюсь в ноль и, приходя домой, уже ничего не хочу? Решение не в том, чтобы работать больше. Решение в том, чтобы выйти из ловушки. Но почему же работа тебя сжигает? Потому что чем меньше ты зарабатываешь, тем больше у тебя отбирают сил. Чем ниже оплата, тем больше часов ты тратишь. Чем больше тратишь часов, тем меньше у тебя энергии. Чем меньше у тебя энергии, тем сложнее выйти из ловушки. В США проводили эксперимент. Уборщикам, работающим по 12 часов в день, предложили небольшое повышение, но в ответ они просто увеличили рабочие смены, не понимая, что деньги не спасут их, если они сгорят от усталости. Получается, мы батарейки для системы, нам платят ровно столько, чтобы мы не уволились, но не настолько, чтобы мы почувствовали свободу. Чувствуешь ли ты, что работа высасывает у тебя жизнь? Напиши в комментариях. Почему сайт Hustle, дополнительный заработок, не всегда выход? Сценарий большинства людей таков, что ты выматываешься на основной работе. В поисках денег ты находишь дополнительную подработку, тратишь еще больше времени и сил, а устаешь еще сильнее, но доход все равно не растет так, как хотелось бы. Что важно понять? Сайт Hustle – это не волшебная таблетка. Если оно не приносит много денег, но отнимает все силы, это не решение, а еще одна ловушка. Больше работаешь, больше зарабатываешь. Нет. Мы все привыкли думать, что чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Работай усерднее, у тебя будет все. Кто много работает, то станет богатым. Не ленись, пахай, и все будет. Но если это правда, почему самые тяжело работающие люди остаются бедными? Это уже история иллюзий. Работаешь больше, зарабатываешь больше. В 19 веке во время промышленной революции люди работали по 12-16 часов в день, но оставались бедными. А в 50-х появился миф, что чем больше работаешь, тем успешнее ты станешь. Тогда-то начали пропагандировать идею «трудолюбие равно успех». Но по факту богатели только владельцы бизнеса. А в 21 веке появился
культ продуктивности. Ты можешь все, если будешь работать. Вставай в 5 утра, делай 100 дел, ты станешь миллионером. Но почему тогда миллионы людей работают по 10 часов в день и живут от зарплаты до зарплаты? Потому что количество работы не равно количество денег. Важно именно, какую работу ты делаешь. Давайте разберем, почему работяги не богатеют. Первое. Работа, отнимающая много времени, это тупик. Чем больше ты работаешь, тем меньше у тебя времени на учебу, навыки, развитие. Так ты не растешь, и впоследствии твоя зарплата не растет. Второе. Работать не равно зарабатывать. Люди работают не на себя, а на владельцев бизнеса. Ты продаешь время, и вследствие оно уходит навсегда. Третье. Выгорание убивает любые возможности. После 10 часов работы нет сил искать новые способы заработка. Все, что ты можешь, лежать и залипать в телефон. Чтобы реально заработать больше, нужно менять стратегию. Реальность такова, что после работы ты уставший, либо выгоревший. Подработки после офиса звучат круто, но силы и мотивации нет. Работать по 16 часов в день – это тупик. Альтернатива – это менять формат работы. Удаленная работа равно больше свободы. Фриланс – ты сам ставишь себе цену. Инвестиции – пусть деньги работают на тебя. А как зарабатывать деньги, но не выгорать? Первое. Перестань считать только деньги. Считай и силы тоже. Метод энергетического бюджета. Каждый сайд-хасл, работа, дополнительный заработок – это инвестиция не только денег, но и энергии. Если заработок тратит 70, а то и 80% твоих сил, но приносит копейки, от него нет смысла. Второе. Выбирай не сайд-хасл, а систему дохода. Вместо того, чтобы бегать за мелкими подработками, подумай, как сделать так, чтобы деньги работали на тебя, а не ты на деньги. Например, вместо фриланса по $5 за час создавай продукты, которые продаются без твоего времени. Если у тебя есть экспертность, ты можешь это запаковать и в качестве эксперта свои знания же продавать. Вместо 100 мелких подработок фокусируйся на одном направлении, где можно расти в деньгах и статусе. А как вы думаете, сколько нужно денег для счастья человеку? 10 тысяч долларов, 50, 100 тысяч, может, $1 миллион? Если так подумать, есть ли предел, после которого деньги не делают нас счастливее? Да, есть. Уже сделали такое исследование. Исследование Канемана и Дитона показало, что доход выше 75 тысяч в год не делает человека счастливее. Это примерно $6250 в месяц, 3 миллиона тенге, 625 тысяч рублей в месяц. Вот сколько вам нужно для счастья. Больше денег не равно больше радости, равно больше забот. Поэтому, если ты получаешь достаточно для нормальной жизни, гонка за деньгами не имеет смысла. Главное – баланс между доходом и жизнью. А сколько денег нужно тебе для счастья? Напиши в комментариях. А теперь давай поговорим, как же все-таки заработать $100 тысяч в год. Во-первых, надо разъяснить, почему работа в найме – это потолок. Допустим, средняя зарплата в Казахстане 390 тысяч тенге, 78 тысяч рублей, $780 в месяц. Это $9360 в год. Даже если человек будет работать в 2 раза больше, это всего лишь $18 720 в год. Поэтому человек, который работает в найме и не занимает высокие позиции, он никогда не заработает $100 тысяч в год, просто работая в найме. Поэтому нужно менять стратегию. Давайте разберем топ-10 стратегий.
Фриланс. Программисты, дизайнеры, маркетологи зарабатывают от 30 до 100 тысяч долларов в год, особенно если знают английский язык и выходят на западный рынок. Но тут должна быть востребованная специальность. Если ее нет, делаем пивот в карьере, то есть меняем свою карьеру и учимся новым высокодоходным навыкам, на которые есть спрос. Следующее – это все, что связано с IT, например, разработка сайтов. Поэтому айтишники никогда без хлеба не остаются. Оптимизировать свою работу, прокачивать новые навыки, фотошоп, монтаж видео, озвучки, создание видеоигр, приложений и так далее. Все эти навыки будут приносить вам дополнительный заработок, если вы прокачаете себя в этом. Третье – это инвестирование. Если знаешь рынок, можно получать пассивный доход. Но не ведитесь на всяких мошенников, трейдеров или курсы по инвестированию, у которых нет никаких пруфов. В идеале, конечно, нужно иметь своего финансового консультанта, которому вы доверяете и который будет помогать со всеми вопросами инвестирования. Следующее – электронная коммерция. Продажи товаров через маркетплейсы. Это уже известная система. YouTube и соцсети. Контент-мейкеры могут делать по 100 тысяч долларов в год только на рекламе. Если вы еще не создали YouTube-канал, я не знаю, почему вы тратите свое драгоценное время и не пользуетесь бесплатным трафиком, через который вы можете продавать свои услуги онлайн и прокачивать личный бренд. Вместо того, чтобы быковать на всяких инфо-цыган, лучше начните прокачивать свой личный бренд. Каждый из вас что-то умеет, и за это другие люди готовы вам платить. Следующее – консультации и коучинг. Эксперты в любой сфере могут продавать свой опыт. И если вы этого не делаете, вам надо проработать с установками насчет денег, что брать деньги за свой труд – это плохо, я лучше буду бесплатно консультировать. Ой, нет, стыдно как-то, это же друг, родственник. Запомните, любой труд должен оплачиваться. И оплачиваться достойно за ту цену, которую вы сами определяете и чувствуете комфортной. И если ваши знакомые и друзья вечно просят вас сделать что-то бесплатно, они даже не капиталисты, а рабовладельцы. Капиталисты хотя бы вам платят за ваш труд. Поэтому смело берем деньги за свои услуги. Мы же живем не в Алисе, стране чудес, мы живем в материальном мире. Да, я знаю, что во всех сферах конкуренция бешеная, но с правильной стратегией можно из нее сделать что-то толковое. Главное – убрать из головы убеждение: ой, рынок переполнен, конкуренция высокая, там одни мошенники, да ну нафиг. Кто ищет, тот всегда найдет способ, как заработать, если это действительно ему надо. А если нет, то значит, вы недостаточно хотите, либо вам проще быть в позиции жертвы и жаловаться в комментариях: ой, инфо-цыгане расплодились, тоже мне тут учат, как заработать. Если вас триггерит, что кто-то зарабатывает большие деньги, давайте будем честны. Это говорит только о том, что вы точно так же хотите с легкостью зарабатывать деньги, показывая свою жизнь и зарабатывая на своей экспертности. Люди с большим доходом работают не больше, они просто находят способы для заработка. Все-таки, мне кажется, это дело в убеждении. Вот в постсоветских странах нас всех учили. Вот, богатый человек – это какой-то плохой, те, у которых есть деньги, они какие-то там своровали, а я-то не такой, а я-то не плохой. Лучше я буду жить на свою маленькую зарплату и обсирать всех. Вот инфо-цыгане, успешный успех и так далее. Все дело в установках. То есть мой контент здесь не про то, чтобы дать вам сразу практические рекомендации. Инвестируйте сюда, сделайте то, вложитесь сюда, продайте это, купите это, сделайте вот это. Нет, здесь нету каких-то практических вот таких вот методов. За счет этого кажется некоторым комментаторам, что в видео нету никакой ценности, но все начинается вот здесь. Работа с мозгом. Как только вы вот здесь все поменяете, в вашей реальности точно так же все будет меняться, потому что я точно так же не какой-то сверхумный человек, я точно так же, как и вы, работала в найме. Меня точно так же бесили все эти инфо-цыгане. Я точно так же жила от зарплаты до зарплаты.
Но работая с установками, просто сидя и рефлексируя, читая книги и думая, как же это все изменить, потому что мы вечно можем сидеть и быковать на систему, но систему взять и пойти сломать мы не сможем. Поэтому нужно учиться, как в этой системе выживать и жить в комфортных условиях, чувствуя себя счастливым человеком, которому достает всего. Вам не нужно больше 100 тысяч долларов в год. Если вы увеличите свой доход в 2 раза больше, вы уже начнете чувствовать себя счастливее. Ладно, если вы не хотите слышать про инфо-цыганство, разберем реальные способы, которые действительно помогут вам выйти в доход 100 тысяч долларов в год. Это, конечно же, традиционный бизнес, а куда без этого? Потому что открытие своего бизнеса – это быстрый путь к большим деньгам. Магазины, кафе, сервисные услуги, автосервисы. Если есть спрос, ты будешь зарабатывать. Вы знаете, что небольшая автомойка может приносить до 8 тысяч долларов в месяц? Второе – инвестиции и недвижимость. Сдача квартир, коммерческой недвижимости. Это пассивный доход, но требует стартового капитала. Например, 2 квартиры в аренду по 1500 долларов каждая может вам приносить 3000 долларов в месяц. И это пассивный доход. Вы не представляете, какое количество именно подружек моей мамы, ей 55 в этом году исполняется, в свое время вот так вот скупили пол Алматы квартиры и сейчас дают их в аренду и живут себе припеваючи. Третье – франшизы. То есть покупка готового бизнеса. Покупаешь готовую франшизу, работаешь по готовой модели. Риски ниже, но есть взносы и роялти. Например, популярная кофейня по франшизе может стоить от 10 тысяч долларов и выше в месяц. Четвертое – профессиональные услуги, юридические, бухгалтерские, строительные услуги. Если ты профессионал, ты можешь выйти на доход от 8 тысяч долларов и выше в месяц. Например, хорошие юристы, бухгалтера могут зарабатывать от 100 долларов в час. А тот, который с прокачанной медийностью, и вовсе может заработать 1000 долларов за час. Это кто как решает, за сколько продавать час своего времени. Пятое – это производство, создание товаров с высокой маржой. Например, небольшое производство мебели, там может быть чистая прибыль примерно до 10 тысяч долларов в месяц. Но важно хорошее управление и понимание рынка. Все эти примеры рабочие. Вы лично знаете хотя бы один пример человека, который зарабатывает большие деньги. Да, конечно, есть подводные камни, проблемы, сложности, первичный взнос и так далее. Но сами задумайтесь, когда ты живой, вообще бывает жизнь без трудностей? А чего не стоит делать, давайте разберем ошибки новичков. Первое – открывать бизнес без расчетов. Если не просчитал расходы и спрос, бизнес быстро закроется. Нужно считать прибыль заранее. Второе – соглашаться на высокооплачиваемую, но тупиковую работу. Если у работы нет перспектив роста, ты будешь работать до старости, но не станешь богаче. Нужно выбирать карьеру с возможностью увеличения дохода. Третье – верить в легкие деньги. Легких денег не бывает. Либо ты работаешь, либо строишь активный доход. Поэтому нужен системный подход, а не хаотичные попытки заработать. Правильная стратегия важнее, чем количество работы. А теперь как выбрать свой путь? Первое – оцени, в чем ты силен. Ты умеешь делать что-то лучше других? Если да, то развивай именно этот навык. А если нет навыков, то тогда учись у тех, кто уже зарабатывает, либо осваивай высокодоходные навыки. А второе – ищи возможности роста. Любая работа, где нет дохода – это тупик. Лучше 1 год потратить на навыки, чем 10 лет работать без перспектив. Третье – думай не о работе, а о системе. Система зарабатывает тебе деньги. Работа отнимает время. Выбирай то, что приносит рост дохода, а не просто фиксированную зарплату. Ты можешь перейти в мой телеграм-канал и чекнуть. Ты можешь продолжать работать 40 лет, уставать, надеяться на пенсию, или уже сейчас можешь начать строить систему, которая будет работать на тебя. Сколько же часов в неделю ты работаешь? И сколько у тебя времени остается на себя? Пиши в комментариях. Давайте начинать обсуждение. И последнее. Идеалы
либо реальность? Что же выберешь ты?